Артак Вебер очень обрадовался, что вы будете писать акварелью. Спасибо вам огромное. Ваши этюды получились. Ну, тут хорошие слова. Как вы убираете все лишнее, что вы видите, и оставляете только нужное, главное. Это у меня плохо получается, с благодарностью, Артак. Спасибо большое, Артак, за ваше письмо. Тот мотив, который мы с вами выбрали, хотим писать, хотим, вот ощущение возникает, предощущение, что «о, здесь что-то есть», меня это зацепило, и я начинаю над ним работать. Работа идет, исходя из того, что мы сочиняем композицию. Композиция – основа. Мы ее сочиняем, мы ее не срисовываем то, что видим. Вот это главное. Если мы будем срисовывать, мы же видим вот этот объект, мы же видим какие-то там листочки или какие-то тенюшки. Ну как же, я же вижу, я же честный, я же должен это нарисовать, это неправильно. Я должен сочинить на основе этого композицию. Что-то сюда войдет, что-то сюда не войдет. Я использую отношения тональные, цветовые для сочинения. Это некая избирательность. Ну представьте, мы приглашены, Артак, с вами на нормальный обед, вечерний, кстати, где много вина, много блюд. Но мы же не будем трескать из каждой тарелки. Мы возьмем что-то, что нам нравится. Плов, конечно, можно руками, это же вкус. Поэтому мы извлекаем из сюжета основное, выделяем его, вытаскиваем, делаем центром композиции, все остальное подчиняем, делаем остальное условнее и еще раз условнее. Разделяем это на несколько планов. Об этом у меня есть урок 13-й, если вы не смотрели, посвященный композиции. Много примеров, действительно много, изучая которые мы можем почувствовать композицию, научиться извлекать из того, что мы видим, важное, а что-то делать условное. Это наука, сложная наука. 1000 книг написано о композиции, вряд ли кто-то может сказать, что это такое, потому что раз за разом идут нарушения композиции. И это становится очередным правилом. Поэтому любое правило композиции – это неодинаковость. Вот этого достаточно. Я запомнил слова профессора в Строгановке, который нам так и сказал. Если вы извлечете из этих двух слов, которые я вам скажу, и будете этому следовать, считайте, что вы закончили 5 лет академии. Все не одинаково. Алексей Масалкин. Назрел вопрос. Вот я рисую сейчас геометрические фигуры карандашом, но хотелось бы маслом попробовать. Но не знаю, с чего начать. Может, вы что-то посоветуете для новичка, что-то из ваших уроков? Или есть какой-то еще способ? Просто людей мне пока рано рисовать, не знаю анатомии. Начните с натюрмортов. Если не смотрели мой первый урок, 13-й, вот это вот основа, фундамент, ну как видит художник, как извлекает мотив, основы целостного видения в пейзаже. А 13-й о композиции очень важно. Если это как-то пропустить и не уделить этому значения, то что бы мы ни делали, если это композиционно не найдено решение, это будет провал. Даже если это будет хорошо написано, но если вещи не на своих местах, ну, смотреть будет невозможно. А 28-й урок перспективы посвящен. Очень важно, чтобы это было все пространственно, передавало пространство, поэтому обратите на это внимание. Касаемо вашего вопроса, вот есть такие уроки, как 17-й, яблоки и сирень. Вот начните с натюрмортов. Простые вещи какие-то поставили и пописали. Но посмотрите, как это делается, как вести работу. Яблоки и сирень. Просто на коврике, на траве кувшин с сиренью и яблоки. Он может показаться сложным, но если использовать правильную методику ведения работы, то все, на что мы смотрим, нужно упростить до нескольких пятен. Я об этом рассказываю в уроке, в каждом практически. 18-й урок – клубника. Поставили на тарелку клубнику, на солнце хорошо бы, или осветили прибором световым, чтобы были резкие тени. Тоже сложно, потому что эти клубнички нужно так положить или набросать их, чтобы было композиционное решение.
Все не одинаково, я только что недавно говорил. Но посмотрите 18-й, это важный момент. Понимание, как вести работу, может решить все задачи. 10% скидка на все уроки в школе, а 20% эта акция продолжится еще неделю на рисунок карандашом. Сложные, конечно, рисунки, модели в ракурсе, но я рассказываю в уроке о конструкции. Человека нужно воспринимать как сочетание простых форм, которые в пространстве определенным образом соединяются. Ну что это? Ну цилиндр какой-то, или как он называется, труба такая, вторая труба, как они друг к другу. Я объясняю эту конструкцию на примере. Посмотрите урок прям с карандашом и с планшетом, с бумагой порисуйте. Елена Мацкив написала мне о вдохновении. К вопросу о вдохновении, где его брать во время сложных событий, которые сейчас происходят. Его надо брать у хороших людей и добавлять в свое творческое видение и душу. Еще я заметил такую вещь, что когда ты отвлечешься на такой творческий проект, то потом вдохновение к живописи возвращается назад вновь с новыми силами. Я первые 2,5 месяца войны не могла ни писать, ни рисовать, а сейчас волна творчества вернулась назад ко мне с этого проекта, и снова захотелось жить и творить. Спасибо, дорогая Лена, за такие чудесные слова. Проверка для всех, как говорил Леонов в фильме, она для всех проверка. Наутика. Ох уж это кричание цветом. Так трудно, не получается убавить пока никак. В мыло тоже уходить не хочется, не нравится. Еще балуюсь масляной пастелью, как же там сложно. Цвета в основном вырви глаз. Варю свои оттенки, пытаюсь заглушить. Но трудно, а так хочется смочь. Ну, может, лет несколько пройдет и получится, да? На самом деле это может произойти в 1 минуту. Ну, понимание, если происходит взрыв. Одна девушка приезжала несколько раз ко мне, Марина, на класс, и мы здесь, кстати, в Гурзуфе, это было 10 лет назад. Вдруг, представляете, полный пляж народу, это тоже был июнь, и вдруг она закричала: «Я поняла!» Все оглянулись, я подхожу к ней. Понимание происходит, вроде бы говорю 100 раз одно и то же, и вдруг оно происходит. Живой класс – важная вещь. Приезжайте. Кстати, будет семинар с 1 по 5 июля. Приезжайте сюда, в Гурзуф. Поработаем вместе, это обязательно произойдет. Ну, хорошо, нет возможности, или вы очень далеко. Кстати, ко мне приезжают и приезжали, ну, до событий приезжали вообще из Америки, из Канады на мой семинар. Я проводил серию семинаров в Черногории, но это не важно. Если человеку надо, вот он чувствует надо, он приедет откуда угодно. Кстати, забегая вперед, я подготовлю объявление, я буду проводить семинар на Ольхоне. В начале октября я подробно об этом подготовлю материал и расскажу. Уроки в школе тоже есть на эту тему, как выстроить свое видение, как не кричать в картинах. Возьмите для начала сдержанную палитру. 4 краски, как Цорн. Ну, все же проходили через это. Врубель писал в ограниченной палитре, Фешин. Несколько лет. Это дает мощное развитие в видении тона. Это не решает все задачи, но этап обязательно нужно пройти. Гризаль, немногоцветные работы, немногоцветные замесы дадут вам возможность из этих 4 красок, почесывая репу, как-то нужно их справиться, из них извлечь то, что я вижу. Вот высшая математика, но это так сильно поможет развить тон, видение тона. Причем это можно делать и акварелью, ну, гуашью лучше, наверное, темперой поначалу. Но акварелью тоже можно, потому что вы вынуждены начинать от светлого и постепенно набирать тон. Вы начинаете видеть градацию тонких отношений. Это очень важно. Сейчас я записываю такие видеоуроки из серии «Простые вещи». Вот первый урок уже появился, он под номером 18. Клубника. Ну, клубника на тарелочке, вот просто все. Очень немного пятен, но их нужно разложить, понять, как это устроено, из чего. Так что обратите внимание на этот урок. Все видно, видна палитра, как делаются замесы.
виден мотив, который я пишу, и как пишу. Вот и с рассказами, с объяснениями. Очень рекомендую. Односложная это самая ткань, поэтому ничего тут не надо выдумывать, выпендриваться. Будем только в клубнике. Сейчас главное заложить точные отношения. Вообще выпендриваться нужно там, где, ну, в главном. Немножко просто сделаем по фактурнее, что ли. Ну вот как-то может быть так. И он поплотнее немного будет, я думаю, уместнее. Если нам не хватит белил еще,